Ёпта моя, Рождество, ну не позорься ты, повесь на себя что-нибудь. Ну, у тебя же так ноги нет, что ты изображаешь тут? Вон у нас пояса висят. Да ладно, что ты. Не с той ноги встал, что ли? Рождество, да елки-палки, хватит сжать, у тебя уже руки больше ног, особенно левый. Рождество. Оцени песню сочинил. На маленьком плоту Рождество свою ногу проебал. Чё, ебать? Ты чё, ебать, задумал, а? Встал. Алло, Адик, привет. Нужна твоя помощь. Заскочу к тебе сегодня? Ага, давай, до связи. Меня зовут Абдулбари Гусейнов, я черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, двукратный чемпион мира федерации GJF, заслуженный мастер спорта по джиу-джитсу. Мы находимся в моем зале Стрела Джим на Космонавтов 65, корпус 11, и сегодня посмотрим, какие техники сможем предложить Паше. Слушай, Адик, я пришел к тебе с проблемой. Меня в зале достает один усач. Вот он меня оскорбляет всячески. Про ногу шутит не смешно. И я пытаюсь ему дать какой-то отпор, а он все время меня забарывает. И я вот пришел к тебе, научи меня бороться. Вот с одной ногой же можно бороться нормально, потому что я видел в интернете много всяких БЖЖшников, у которых нету ноги, нету руки, которые борются, тренируются наравне со здоровыми и выступают на международных соревнованиях на Европе, там на мире и даже побеждают. Да, конечно. Давай сегодня попробуем посмотреть какие-то техники, передвижения, как мы научимся правильно двигаться, использовать сильные стороны свои, и посмотрим, какие приемы ты сможешь использовать против этого усача. Давай начнем с кулаков. Просто обычно две руки на землю, кулак вперед. Я делаю кувырок. Я падаю в бетон, подставив ногу. Так, сейчас. Такой возможности ложишься сразу на бедро. Давай, сделай 4. Замри. Вот, да. И вытаскиваешь таз. Опираясь на пальцы. Ложишься опять на спину. Опять вылезаешь. В твоем случае еще делай вот это движение. Ставь опять ногу и вылезай вот в эту сторону. Только поменяй руки. Вот эту черепаху. Сделали креветку, отставили ногу, развернулись на живот. Я ушел на живот, отставил ногу. Я сразу же ушел сюда и пошел сразу за спину. То есть моя цель сразу туда уйти. Слушай, ну, во-первых, как бы первое, что я могу сказать, что у тебя есть основное преимущество относительно 99% людей. То есть ты не считаешь там отсутствие ноги проблемой. То есть, на мой взгляд, это вообще основное, потому что меня, если честно, больше всего достают люди, которые... Я бы не пришел
допустим, на тренировках человек, который говорил бы, что типа я болею, я себя плохо чувствую, что-то у меня насморк, что-то у меня рука там болит, там палец болит, там все такое, я сегодня не приду на тренировку. То есть, как бы, если человек говорит, ну, у меня нет ноги, окей, ладно, что делать, как бы, но на тренировку, то есть, почему я не могу прийти? То есть, это уже большое преимущество. Я когда в армии был, то есть, у нас в части, ну, каждое утро была очень жесткая физическая зарядка, то есть, каждое утро мы очень много бегали, тренировались, то есть, очень тяжело было. И многие жаловались, там, опять же, как им тяжело и все такое. Вот. Ну, я тоже там периодически начинал думать о том, что вот как тяжело, может, типа, заболеть, типа, сегодня искать офицера не пойти, а потом узнал, что, допустим, с нами каждое утро там ходит на зарядку майор, каждое утро с нами бегает, и штабной майор уже, и каждое утро с нами был на зарядке, и никто даже догадаться не мог, что у него нет ноги, он каждое утро бегал со всеми на равных, выполнял все упражнения, но у него не было ноги. Ты не ищешь как бы оправдания, ты ищешь возможности. То есть это уже преимущество перед другими людьми. То есть ты начинаешь думать. Как бы главное оружие любого человека — это голова. Если он думает, собственно, то это неоспоримое преимущество его. То есть ты начинаешь думать, как тебе адаптировать каждое движение под себя. То есть как тебе свою слабость вернуть в силу. Видишь? Это да. Колено по кругу. Я могу создать давление. Чтобы этого не было, тебе нужно заправить вот эту руку прям под челюсти передо мной. Вот. И свести в 2 локтя. Плюс я буду давить плечом на челюсть тебе. Чтобы этого не было, ты можешь либо руку постоянно держать, не, вот это, на бицепсе, то есть я даже не доведу. Либо, если уже опоздал, вот так вот руки сожми. Ладонь положи себе на щеку. Да, и видишь, уже меньше давления нам надо. Теперь смотри, сделай мост на меня, подведи ногу и мост на меня, на правом плече. Это вот так? Да. Нет, другую сторону. Вот, да. Понял? Да. Теперь давай сделай. И ставь колено вот это передо мной. Вот сюда? Да. То есть руками ты меня делишь, создал пространство и ставь это колено. Да. Вставляй вот сюда. Встань на локоть. Ну, да. То есть и понемножку отползает меня, то есть старайся как-то нести, да. То есть у тебя нет опора, но ты можешь сделать. На другую сторону это будет легче. За спину. И вылезай за спину мне. Да. То есть твоя цель вылезти уже за пол. Не наваливайся ниже. Второй рукой можешь прихватить мою кисть. Да. Если в плане джиу-джитсу, ты не можешь брать гад, ты не можешь активно защищаться от прохода человека. Но каждый раз, когда человек тебя атакует, ты боролся каждый день. То есть, если ты начинаешь тренироваться, и ты тренируешься каждый день, ты каждый день будешь бороться со здоровыми людьми, с полными сил, там, атлетичными, суперсильными, там, здоровыми, быстрыми, ловкими и так далее. Но когда ты выйдешь на соревнования, эти люди будут бороться на соревнованиях с точно таким же абсолютно здоровым, ловким и сильным человеком, только без одной ноги. И они не будут знать, как контролировать его. А ты знаешь, как бороться с ним. То есть это будет маленькое, опять же, но преимущество. Привычные фиксации для них не будут работать. То есть им придется как-то адаптироваться. Если, опять же, я забыл, как зовут бойца, у которого от рождения рука не развита одна. Да, в Беллаторе выступал. В Беллаторе, да. Человек был чемпионом в профессиональном турнире. То есть, как бы, вот он пример силы духа и понимания того, что у меня нет ограничений. У меня вот был случай, когда я сломал 2 пальца за неделю до турнира. То есть я просто придумал, как мне бороться, не используя эти захваты на руке, потому что я не мог их физически использовать. То есть, и все схватки я закончил там досрочно. То есть, я удивился, но на самом деле это просто, потом я когда-то осмыслил, я понимал, что у меня просто не было такого, что типа я не буду бороться из-за того, что у меня травмировано 2 пальца. А когда у тебя вот с рукой проблемы были, ты сколько не боролся вот конкретно? Слушай, я порвал связки в плече, в больнице мне их сшили, вставили пластину, сказали, что вытащат ее только через полгода. То есть я не боролся примерно часов 50, наверное.
То есть через 2 дня я уже был на ковре, я уже боролся. А какие у тебя мысли, ощущения были, вот когда тебе сказали, что вот, блин, у тебя связки порваны? Слушай, ну я сначала очень сильно пал духом, то есть я думал, что все, я как бы, у меня была цель, я не видел для себя других вариантов, кроме как заниматься спортом на тот момент и выступать. Я был очень сильно заряжен, у меня было огромное желание выступать, тренироваться, то есть соревноваться, и в этот момент я порвал себе связки в плече, то есть я думал, что все, первая мысль была, неужели это все, вот на этом все закончится. Как бы. А потом я подумал, да, ну и что? Посмотрим, что выйдет. То есть я просто попробую, а там дальше посмотрим. То есть не буду думать о том, как это плохо и как это тяжело. Буду думать о том, как мне использовать это. Ну и в результате продолжал и тренировать, и тренироваться, и в какой-то момент я просто перестал это замечать, эту проблему. То есть людям было, я просто увидел, что если я достаточно времени в это вкладываю, я ищу возможность, то людям со мной намного тяжелее бороться, хотя у них там на одну конечность больше. То есть я приматывал вот так вот руку, то есть у меня была такая-то, я забыл, как называется, но фиксатор такой, когда рука как в люльке лежит, и я его еще приматывал вокруг корпуса и плечо приматывал, и сверху надевал еще такой фиксатор на плечо, чтобы, ну, если падал, чтобы не было слишком больно. И все, то есть у меня рука была полностью мобилизована, надевал сверху гиб на один захват, и все, работал с одной рукой. То есть я вообще не чувствовал никакого, но когда я смог использовать еще вторую руку, то есть на соревнованиях это было просто для меня, как бы, ну, грубо говоря, такой подарок. Либо вот так, то есть выбирать тот захват, который тебе удобен. То есть у тебя нет вот этой ноги, то есть ты на одной ноге стоишь. Следовательно, ты должен прилепиться к этой спине сразу же. Клетку. Я просунул руку, я пробросил вперед. И я стараюсь выйти тебе за спину. Тут тебе нужно вот поймать свой баланс без ноги. То есть фактически вот у человека есть 4 точки опоры. Ты работаешь без одной точки опоры. То есть тебе нужно просто смещаться все время. Работать так, как будто у тебя, ну, тебе нужно поймать равновесие без одной точки опоры. То есть учитывая это. И также тебе нельзя высоко слишком подниматься. То есть ты не должен быть слишком высоко, ты должен все время быть чуть поближе к земле. Учитывая вот эти факторы, просто адаптируй те же техники под себя. На колено вставай. То есть ты, если ты даже встаешь на колено и на пальцы, но у тебя уже 2 точки опоры. Не с одной. Вот у тебя положение. Да, 2 точки опоры у тебя есть. Ты можешь двигать одну, можешь двигать другую. Этим локтем дернуть и двинуть таз в ту сторону. Локоть стремись, чтобы оказался перед моей челюстью. Ага. Теперь не тяни назад, а сведи локти. Если к вам вот сейчас вот в зал в твой придет человек, у которого не будет там ноги, руки, на колясочник, который Или вот, женщина. или женщина, который загорится прям желанием вот заниматься, посмотрит видос, скажет: вау, это круто, я бы хотел попробовать свои силы. Вы как к нему отнесетесь? Примите, дадите ему какую-то индивидуальную программу? Будет у вас какое-то жалость, снисхождение к этому человеку? Слушай, ну я тебе скажу, что я понял мысль, извини, что перебил. Я понял мысль. Вот я когда пришел в КШВСМ, когда 10 лет назад это было, на вольную борьбу, сказал, я хочу заниматься, хочу серьезно заниматься, там у меня есть какая-то физическая подготовка, но никаких навыков и умений, вообще не умел бороться тогда на тот момент. У меня тренер посмотрел, спросил, сколько мне лет, и сказал, что типа, друг мой, давай, иди отсюда. Ну, не так сказал, но сказал, что типа, нет, ну, там, давай. Пожалел меня, говорит, ну не занимался ты в детстве, то есть, ну и не сможешь ты сейчас ничего добиться. У нас здесь спорт высших достижений, времени на тебя нет. То есть я как бы не то что обиделся, но просто вышел и все, и забыл про это. Пошел сразу в другую секцию. Начал заниматься вот именно джиу-джитсу в итоге, там, через год вот, метаний, начал заниматься джиу-джитсу, и там на самом деле понял одну вещь. То есть, как бы, глядя на всех людей, которые приходили, то есть это все, там, вот этот сексизм какой-то, ксенофобия, там, вот это все как-то мимо меня вообще проходит. То есть у нас нет вообще в принципе такого. То есть даже, ну, исключительно, вот, как бы, те люди, с которыми я тренировался, у них основной принцип был, что джиу-джитсу для всех. То есть нет человека, которому нельзя дать возможность заниматься джиу-джитсу. То есть, или человек, который не способен заниматься. Там, даже если придется человек с одной рукой,
там и другие конечности у него будут отсутствовать, все равно есть возможность что-то ему показать, что-то делать. И джиу-джитсу это не только про то, что, ну, типа, заставить человека сдаться, оторвать ему конечность, там, задушить, такое, но это еще и про общение, про умение управлять своим телом, умение тренировать себя, то есть умение обучаться и обучать. То есть один из лучших тренеров в мире не имеет возможности бороться. Ну, то есть когда он секундирует людей на соревнованиях, он сидит и монотонно начитывает им, что им нужно делать, куда им переставить руку, куда им переставить ногу. То есть и это тоже джиу-джитсу. Да, он не соревнуется на мировом уровне, но он как бы он соревнуется по-другому. То есть он не своими руками, а руками своих соперников, своих учеников борется с соперниками. И ты можешь готовить людей точно так. То есть это тоже джиу-джитсу. А можешь вообще в это не включиться. Можешь просто приходить в зал и учить детей. Правильно двигаться, правильно мыслить, правильно относиться к своему товарищу, помогать товарищу. И тогда и это тоже джиу-джитсу. А можешь просто приходить в зал, делать разминку и просто общаться с друзьями. Это тоже джиу-джитсу. То есть как бы каждый находит свое что-то в этом. Джиу-джитсу это больше философия. Любой вид спорта это, в принципе, философия. Зависит от того, как ты к нему относишься. Просто джиу-джитсу это общий такой подход. То есть нет какого-то, какой-то разницы, там, кто приходит. То есть как бы, вот, многие шутят, что вот мы типа не будем бороться с девушками. Там, но на самом деле, то есть у нас, например, в зале, да и во многих залах джиу-джитсу, то есть когда девушка приходит, то есть ты надеваешь ги и все, мне все равно кто-то. Черный, белый, азиат, есть две руки, есть две ноги, там, одна нога, у тебя, не знаю, девочка, ребенок, там, пацан, женщина, то есть все. Во-первых, я там, то есть, например, если по себе судить, то там детям, которые со мной соревнуются на соревнованиях, ездят со мной на соревнования, я им запрещаю обращаться ко мне на «вы». То есть я им говорю, как бы это нелогично, когда мы с вами, даже если у нас разница там 20 лет, там тебе 10 лет, мне 30 лет, то как бы мы должны соблюдать субординацию, но ты не должен обращаться ко мне на «вы». То есть мы с тобой пытаемся друг друга задушить на ковре. Обращайся ко мне на «ты». То есть вне ковра, за ковром, да, ты можешь обращаться на «вы». При других обращаться на «вы». Но когда мы на ковре, мы равны. В эту сторону я не могу тебя держать. То есть я тебя могу держать в эту сторону, ты не можешь развернуться налево. Попробуй развернуться. Попробуй развернуться направо. Физика несложно, техника очень сложно. Очень сложно понять, вникнуть. Как, что, куда руку, куда ногу, куда двигаться. Я на самом деле очень люблю такой раздел джиу-джитсу, как самооборона. Он достаточно простой и очень эффективный в использовании. Против вот каких-нибудь хулиганов, типа этого усатого. Просто собираешь эту ткань и делать вот такое движение. Все, удушающий. С одной стороны подводим, заносим руку. И сводим локти. И второй вариант. Закидываем на шею и закручиваемся под человека. А с усами нельзя так же С усами, но если достаточно длинные, все волосы опять же длинные у человека. Его же волосами. Да. Очень обидно, мне кажется, человек просто просыпается и его приводят в чувство и говорят, все правильно, все закончилось. И он уходит в парикмахерскую сразу. Моей шеи переносишь, и теперь смотри, ты не разводишь локти, а ты наоборот их прижимаешь к себе, а сам ухом прижимаешься ко мне. Вот так? Да. Ага. Теперь ты просто сводишь локти к своим ребрам. Теперь из этого положения сначала пройди все, сделай простое. То есть одной рукой схвати вот здесь поглубже. Вот так. Да. Вот То есть если ты пришел, у тебя нет ноги, тебе ни один человек не будет относиться на тренировке со снисхождением каким-то, типа, жалеть, что за бред. Ты пришел, ты на равных со всеми. То есть, но из тебя спрос точно такой же будет. То есть мне абсолютно все равно. Ну и что у тебя нет ноги, делай креветки. Что ты жалуешься? Как бы, мне вообще по барабану. Не хочешь, не занимайся.
То есть, ну ты понимаешь, как Я ты, прекрасно мы с тобой понимаю. еще когда-то общались, там давно еще, когда ты получил травму, то есть ты мою позицию на эту тему понял. То есть, как бы, мне Я поэтому, собственно, и пришел, индифферентно. чтобы эту позицию в массы продвинуть, чтобы люди посмотрели и тоже как бы поняли, что не все зацикливается на количестве ног, на количестве рук и вообще. Это главное желание, главное, Да, что желание. ты ищешь возможность. В этом и вся суть. Ну, то есть, да, опять же, если нет там никакой возможности, ты просто, значит, не нашел правильных людей, которые тебе с этим помогут. То есть нет людей, ну, не бывает такого, что ты там как бы все время один. То есть, если у тебя там, ну, это вот сейчас, допустим, вот у меня родился ребенок, но это не мешает ни мне, ни жене там выходить куда-то там, в свет, там, не знаю, пойти в ресторан там или еще что-то. То есть ребенок, опять же, это, там, многие там, с рождением ребенка все это исчезают из общества и замыкаются как-то в свои ячейки. То есть, ну, это тоже глупость. Если у тебя родился ребенок, жизнь на этом не заканчивается. То есть ты точно так живешь, то есть у тебя ребенок. И на самом деле, по опыту моих старших товарищей, я могу увидеть, что это на самом деле идет на пользу не только родителям, но и ребенку. То есть ребенок находится в обществе, он понимает, что это нормально общаться с другими взрослыми. У тебя есть две руки. Двумя руками можно очень эффективно атаковать человека, не используя ноги. То есть вторая используется атаки на верхнюю часть тела, то есть ты начинаешь делать прием гильотин. Заблокировал одной ногой и не даю тебе пройти в эту сторону вправо. То есть вторая нога мне может быть и не нужна, мне достаточно просто скручиваться в сторону. Может быть гильотина без руки. То же самое. Если ты начинаешь подниматься на меня, то есть придавливать мне плечом, и мне тяжело, это может быть... Нормально? Нормально. Это анаконда прием называется. Если ты начинаешь вылезать, я могу перейти на Брама или Дакс Choke. Какая вариативность там. Да, то есть там переходов очень много. Если ты оказался сбоку, то ты можешь сам на них даже. Вот ты не знаешь, что я сейчас буду тебе показывать, но это достаточно просто интуитивно. Смотри, я начинаю защищаться, я перенес руку сюда. Прижми лоб к земле, перепрыгни на другую сторону. Как? Просто на другую сторону перепрыгни. Да. Лоб на земле держи. Схвати себя за кисть. Ставь на пальцы ног, на пальцы ноги. И забеги в ту сторону. Туда. Это треугольник руками. Вау, вот это круто. Вот это достаточно просто причем сделать. Ты можешь вот эту ногу закинуть сверху, и ты даже можешь не прихватывать мою руку. Ты можешь просунуть свою руку внутрь, схвати себя за Ногу? ногу, нет, снизу. Вот так. Вот так, да. И второй рукой за голову. Вот так. Да. Теперь погибай со спине. Держи локоть у меня. И кулаки. Вот это можно применить вот, достаточно легко. То есть как адаптировать? Я один раз так чуть не сдался парню на 30 килограмм легче себя. То есть в идеале, опять же, он закинет ногу сверху, но так как у меня такой возможности нет, я двумя руками могу прихватить себя за ногу и подтягивать к себе человека. Слушай, это круто. Я уже два спокойных нашел таких, которые я могу применить, в принципе. Но мне больше всего вот эти нравятся. Да? Но у меня руки не такие. как бы. Слушай, тут вопрос не в руках, тут вопрос именно в том, как ты используешь именно сами захваты. То есть... Значит, фраза очень хорошая есть: претендуешь, соответствуй. Вот Да, я да, вот да. ей вот, руководствоваться правильно. Я стараюсь. вот очень много болтал, вот это все можно в одну фразу. Я вообще люблю поболтать. В общем, да, отлично поболтали. В общем, что я хочу сказать. Спасибо тебе огромное за уделенное время. Это прям познавательно было. Может, это кого-то даже натолкнет на мысль зайти в зал, пойти позаниматься наконец, потому что, ну, это... Более общая такая причина — это то, что я толстый и мне тяжело дышать. И надо То есть мной как бы будут смеяться. да, надо мной будет смеяться. То есть если без ноги то, что ты проходишь, это на самом деле, ну, как бы ты изначально там был человеком достаточно, ну, всегда, типа, не там до травмы, ты тоже там все время в движухе был, все время тренировался, все время общался с людьми, то есть для тебя это просто как испытание какое-то было.
там, один из этапов. Фактор просто. Да, дополнительный. просто поменялась какая-то одна переменная. А есть люди, которые с самого детства вот в этом живут, и до самой старости, то есть как бы точно так же, то есть у них там, ну, это не какой-то случай там в начале их жизни, там какая-то травма, это с самого детства, то есть люди там, допустим, слишком полные, слишком худые, слишком слабые, слишком неуверенные в себе, то есть они не приходят куда-то, не занимаются чем-то только по той причине, что они ищут себе оправдание. Я не могу бегать, потому что я пробегаю 100 метров и у меня одышка. Да, черт возьми, так бывает. Значит, пробежал 100 метров, пройдись, пробеги еще. То есть я не Главное могу прийти. начать. Да, Первый шаг. я не могу прийти на джиу-джитсу, потому что надо мной будут смеяться. Ну, ты приходил на джиу-джитсу, над тобой смеялись? Нет, я не приходил, но наверняка будут. Ну, ты попробуй. Тебе не должно быть важно мнение других людей. То есть попробуй, посмотри. Спасибо тебе большое. Слушай, тебе спасибо, что зашел. Всегда тебя рад видеть. Вот. Будем продолжать. Ходи еще. Да. Одна нога здесь, другая там.